Друзья, всем привет! Сегодня такая появилась интересная очень информация касаемо вот этой специальной платежной карты, которая была уже внедрена на территории всей Германии и была выдана и продолжает выдаваться муниципалитетами беженцам, которые находятся на содержании этих муниципалитетов. И как раз таки в этом видео, друзья, речь пойдет именно об этой специальной платежной карте и о том, как она работает, как она внедряется. Итак, кому это интересна тема, советую посмотреть видео до конца, и вы будете разбираться, в каком состоянии сейчас находится внедрение на территории Германии этой специальной платежной карты. Ну и, друзья, не забудьте подписаться на мой YouTube канал, на мой TikTok канал, и не забудьте также подписаться и перейти на Telegram канал, куда я публикую интересные выдержки, нормативные документы, ну и самые важные изменения в законодательстве касаемо украинских беженцев и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые проживают в Германии и в странах Европейского Союза. Итак, мы с вами знаем, я уже, наверное, снял роликов 15 о специальной платежной карте, которая была принята как процедура, да, скажем так, как механизм, чтобы в будущем Германию сделать менее привлекательной для потенциальных просителей убежища. Значит, решение о внедрении на территории федеральных земель было принято федеральным правительством при участии представителей всех федеральных земель еще 6 ноября 2023 года на так называемом миграционном саммите. Вот. И 16 мая 2024 года были уже официально внесены изменения в законодательство, где как раз таки все эти изменения и было полностью все расписано и урегулировано, что это за карта, кому она выдается и так далее. То есть на законодательном уровне приняли эту карту и, скажем так, она стартовала, да, в Германии с 16 мая 2024 года. Это юридическое начало, значит, этого процесса внедрения этой карты. Как только была введена эта платежная карта, как я сказал, 16 мая 2024 года, начался процесс внедрения. Мы слышали, у нас не было общей обобщенной информации об этом процессе. То есть сколько бы выдано карт было, сколько беженцев из этого уехало, да, из этих карт. То есть у нас статистики по Германии не было. Есть статистика по каким-то там мелким муниципалитетам, и то это местная статистика, я об этом тоже снимал видео. И вот только сейчас, это в марте 2025 года, у нас как бы приоткрылась дверь этой темницы, да, и в публичное пространство просочилась немного, но интересной информации касаемо этой специальной платежной карты. Есть такая организация, Public, да, эта организация, это коммерческая организация, она выиграла тендер, и она ответственна, на нее, скажем так, 14 правительств федеральных земель возложили обязанность, да, за деньги, понятное дело, значит, чтобы эта организация внедрила эту специальную платежную карту вот в 14 федеральных землях. Да, не ослышались, не в 16, а в 14. Сейчас я расскажу, почему так произошло. И вот журналисты взяли интервью у управляющего директора этой организации. Его зовут Йорк Швитала. Значит, вот что он пояснил. Мы уже выдали около 200 тысяч карт федеральным землям. Это по состоянию на март 2025 года. Внимание, 200 тысяч карт они выдали. Ежедневно выдается от 1000 до 2000 карт для использования. Значит, и примерно 50 тысяч уже находятся в ежедневном обращении. И он даже говорит, что внедрение проходит успешно. Изначально, почему 14 федеральных земель? Потому что изначально федеральная земля Бавария и федеральная земля Мекленбург, Передняя Померания, они сразу же, представители этих земель, сказали, что мы в общем тендере участвовать не будем, мы своими силами выберем эмитента, скажем так, этой платежной карты, и мы своими силами у себя на своей территории внедрим эту специальную платежную карту. Понятно? Поэтому общий тендер был проведен по 14 федеральным землям. Поэтому речь идет о 14. То есть 200 тысяч
было карт выдано в 14 федеральных землях по состоянию на март 2023 года. Еще в июне 2024 года Маркус Зёдер заявил, это федеральная земля Бавария, заявил тогда, да, они готовились с декабря 2023 года, баварцы, да, что они внедрят эту карту. И вот 16 мая был закон принят официально, значит, и они уже давно, в принципе, стартовали. И 1 июня Зёдер заявил официально, публично, я тоже снимал об этом видео, что в федеральной земле Бавария эта специальная платежная карта была, значит, внедрена во всех муниципалитетах. Да, она была выдана не всем просителям убежища, но она была внедрена во всех муниципалитетах. Я хочу сказать, что до сих пор еще не все муниципалитеты, например, Тюрингия еще не во всех муниципалитетах своих ввела и выдала эту специальную платежную карту. То есть этот процесс еще продолжается. Так вот, на сегодняшний день просителям убежища в Баварии было уже выдано 70 тысяч платежных карт. Вот этих вот. Всего по Германии в 14 федеральных землях было выдано 50 тысяч, как сказал вот этот вот коммерческий директор. В Баварии выдано только в одной 70 тысяч, потому что Бавария начала этот процесс самая первая. Как только появилась эта карта, как только она начала выдаваться, конечно же, нашлись и это в основном правозащитные организации, которые защищают права беженцев, Проазюль, есть такая организация в Германии. И вот они начали говорить о том, что специальная платежная карта, сама внедрение этой карты, это является дискриминацией по отношению к просителям убежища, что нарушает права человека, права беженцам и так далее, и все в этом роде. Появились активисты. Первые они возникли в Мюнхене, я тоже снимал об этом видео, значит, которые начали помогать просителям убежища, которые получили эти карты, помогать начали снимать и обналичивать полностью всю сумму, которую они получают на эту карту в виде социальных пособий. То есть так они могут 50 евро снять в месяц, значит, а эти активисты начали помогать им, чтобы они обналичивали всю сумму. Тогда баварские политики, чиновники, депутаты, они увидели, что такое происходит, у них прям под носом, что по сути занимаются, вы понимаете, вредительством, да, то есть срывают государственную программу, на которую было потрачено миллиарды евро на внедрение этой карты. Они написали заявление в полицию Баварии, чтобы те проверили, законно ли вообще эти активисты делают, не вредят ли они, есть ли у них там состав преступления. Полиция провела проверку баварская и вынесла, скажем так, вердикт, решение о том, что состава преступления в действии этих активистов не обнаружено. И как только это было вынесено, я тоже об этом снимал видео, вы его можете найти на моем канале, как грибы начали эти офисы распространяться по всей федеральной земле Бавария, а сейчас они уже во всех есть федеральных землях, во всех крупных городах и уже даже начали проникать в села и деревня. То есть везде, где живут беженцы, начали открываться эти офисы, которые помогают обналичивать деньги просителям убежища. Представляете? То есть вообще срывают проведение и реализацию, внедрение этой государственной программы, значит, этой платежной карты для просителей убежища. Очень серьезно подорвало, значит, программу эту, внедрение этой карты. И, конечно же, об этом тоже знают и депутаты, и Мерц знает, и так далее. И вот Мерц, тогда и Союз, они прекрасно это понимают. И перед выборами они заявили, что если они победят, то они в любом случае сделают так, чтобы... То есть закроют этот краник, предотвратят этот обход, скажем так, этими активистами, внедрение этой карты. То есть они закроют эту лавку, простыми словами. Журналисты задали вопрос этому коммерческому директору этого коммерческого предприятия, который выпускает эти карты для 14 федеральных земель. И вот что он сказал. Он сказал, что технически это невозможно сделать. Это можно сделать только путем изменений в действующее законодательство. Поставщики услуг не знают, покупает беженец пачку молока, да, или покупает ваучер. То есть они не могут технически определить,
И они не могут поставить в этой карте какой-то блок, что если он идет покупает ваучер в этом магазине, то значит он его не может купить, а молоко он может купить. Понимаете, в чем дело? То есть технически это нереально сделать. Вот что он сказал. Блокировать розничных продавцов продуктов питания в целом не имеет смысла. Во время переговоров о распределении мы четко дали это понять, что здесь достигнуты пределы, сказал Швитала. То есть это должны принимать на законодательном уровне. А как это принять на законодательном уровне? То есть надо по сути запрещать этих активистов. Ну, это будет сложно сделать. Вот теперь Мерцу, скорее всего, предстоит это выяснить и какое-то озвучить решение по этому вопросу. Потому что они до выборов это озвучили. Они сказали, что они вопрос этот решат. И что будет карта внедрена, и тех, кто мешает, значит, будут блокировать, да. То есть, как они это будут делать, сейчас мы будем смотреть, как будут разворачиваться события. Почему? Потому что Мерц сказал, что коалиционное соглашение будет подписано до Пасхи. После Пасхи начнется самое интересное. Вот они начнут тогда принимать. И это будет, кстати, касаться и украинских беженцев, потому что там очень много вопросов, очень много дискуссий идет по поводу украинских беженцев, которые находятся в Германии. Сейчас я в этом видео их рассказывать не буду, я уже снимал тоже об этом видео. Вы можете, кстати, подписаться ко мне тоже в Телеграм. Я там ежедневно тоже информацию эту всякую интересную публикую, которая поступает в немецкие СМИ. Теперь, друзья, для наглядности. Немного я вам скажу статистики. То есть мы с вами понимаем, согласно слов этого коммерческого директора, в 14 федеральных землях было роздано 50 тысяч этих платежных карт, 50 тысяч. В Баварии было выдано 70 тысяч. Да? Теперь смотрите, по состоянию на 31 декабря 2024 года в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано 14 миллионов человек по сравнению с предыдущим годом. На отчетную дату, это на 31 декабря 2024 года, обратившихся за защитой составило 3 миллиона 304 тысячи 705 человек. Ну, в это число входят и украинские беженцы. То есть отнимаем от этого числа 1 250 000, и что мы имеем? То есть мы имеем больше 1,5 миллиона беженцев, которые находятся в Германии. То есть это выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. Даже понятно, да? Значит, и среди них всего было выдано в Баварии 70 тысяч платежных карт, а в остальных федеральных землях 50 тысяч. То есть вообще капля в море. А прошло уже, на минуточку, прошел уже практически год после того, когда был принят этот закон, когда была введена эта платежная карта уже официально, юридически. Как вы думаете, друзья, сколько еще понадобится лет, да, или месяцев, не знаю, может быть дней, чтобы эта специальная платежная карта была выдана всем просителям убежища, которые находятся на территории Германии? Это первый вопрос. И второй вопрос. И как вы думаете, а реально будет ли она выдана всем? Потому что у меня, например, закрадываются большие сомнения. За год выдали только 120 тысяч, да, примерно. И Бавария 70 в одной земле. И в остальных землях 50 тысяч. Ну и сколько еще надо времени? Вот такая, друзья, ситуация. Плюс еще появились эти активисты. Как будет Мерц решать с ними вопрос, честно говоря, мне тоже непонятно. А тут речь идет о юридическом механизме. Как они это будут делать? Состава преступления нет в их действиях. Ну как? Запретить они их не могут. Это активисты, они действуют в рамках закона. Мне, честно говоря, непонятно. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.